Всем привет, с вами Миша Выплюшка, и это канал бывшего осужденного. Сегодня я вам расскажу о самом маленьком промежутке времени, который я находился на свободе, между сроками. А если быть точным, то между третьим и четвертым сроком. Мы с вами отправимся в 2013 год, и я там себя вел очень плохо. Но перед тем, как начнем, хотел бы вам посоветовать интересный канал «Бывшая зечка». Автор канала, девушка по имени Света, провела очень много лет в местах лишения свободы, и поверьте, есть о чем рассказать. Истории о потасовках между зечками, истории о дружбе и предательстве, все это и многое другое на единственном настоящем канале по данной тематике «Женские рассказы в криминальном мире». Обязательно переходи по ссылке в описании, поддержи автора подпиской и лайком, а еще напиши комментарий, что ты пришел от Плюхи, я обязательно проверю. Итак, давайте все же к истории. Сразу хочу сказать, для тех, кто впервые на моем канале, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы. Здесь на канале я просто делюсь своим опытом и не более. Видео не несет никакой пропаганды, агитации. Я за свободную и спокойную мирную жизнь, которую я выбрал сам и выбрался из всего этого. На канале я об этом как раз таки рассказываю. Итак, знаете, если кто-то смотрит биографию и помнит, что первый раз, когда я освободился, я хоть был и в розыске, но я провел, по-моему, год и 8 на свободе. То есть, почти 2 года достаточно много. Потом я на свободе пробыл тоже в районе что-то 1,5 года. Я женился и так далее и тому подобное. Потом я оказался на Пскове, это был самый маленький мой срок. Ребята, это, если вам интересна вся эта история, вы вдруг случайно здесь оказались, посмотрите обязательно плейлист «Гопник аудиокнига», там я все рассказываю. В общем, в 2013 году с горем пополам я освободился со строгого режима Псков. Идрица был лагерь, там такой срок у меня был 1 год и 9, и я оставил, по-моему, 5 месяцев, если быть точным. Точным там ты не скажешь, будь точным. Короче, я оставил там срок был небольшой, но я немного оставил. Почему? В принципе, я мог этого не делать, но я все-таки болел этими паническими атаками, и там в тюрьме мое состояние, оно, конечно, ухудшилось в разы. И мне очень хотелось, там помогали мне мои друзья, отстегивали капусту. Короче, это освобождение мне обошлось где-то в 100 тысяч рублей. В принципе, это и сейчас даже неплохие деньги. А с учетом цен на все, сейчас, наверное, это как сейчас 1200, не суть важно. И, короче, я освободился, ехал до дома, со мной был мужичок один с Питера, то есть, нас отпускали УДОшников, я не по УДО освободился, а по ИТР, это на исправ работы, я ушел, посмотрите, что это такое, у меня есть ролик на канале. И, в общем, мы с ним освободились, мы освободились там пачкой человек 10, но мы с ним вдвоем что-то поехали до Великих Луг, попили там пивка по дороге, у меня стресс, у меня опять эти нервы, там паническая атака и так далее. Но пофиг, я ехал домой, радостный, приехал с утра на Щелчок, на Щелковскую, приехал домой, и поначалу-то, знаете, радость, а моя болезнь, это панические атаки, к слову, я сейчас ими уже не болею 6 лет, 7-й пошел год, слава богу. Они были, они не стали легче, когда я освободился. Нет, просто их перебивал немного та эйфория и радость, что я уже дома. Что здесь я там излечусь, и все, тюрьма там позади, несмотря на то, что мне надо было там. Мне пофиг было, что там, хоть на исправ работы, хоть куда, лишь бы на свободу. Как я справлялся с этими исправ работами, в видео про УДО тоже есть, но это не суть важно. Короче, где-то спустя месяц я болел всем этим, месяц болел, нет, я болел потом еще очень долго, то есть месяц я пытался справляться, как держать себя в руках, контролировать это все, в общем, просто кто не болел паническими атаками, вы не знаете, что это такое, как-нибудь, если хотите, я прям подробно расскажу, что это. Напишите в комментариях, кстати, подпишитесь на канал, если кто не подписан, поставьте лайк. И комментарий напишите, если вы хотите, чтобы я в подробностях объяснил, что это такое. То есть, если вы не знаете, что это, вы, может быть, думаете, у меня тоже была. Но зачастую, нервяк,
какой-то, либо там взволнованность. Нет, это не паническая атака. Я могу рассказать, что это не дай бог никому. Короче, они у меня постоянно были, и каждый день я опять стал пить колес, как опять. Я их постоянно пил, я сидел на депрессантах даже в зоне. То есть мне отправляли из дома вот эти вот колеса антидепрессанты. Потом одни из них запретили, другие сейчас тоже запретили, короче. Но они очень жесткие, да, они помогают тебе первое время, потом они перестают помогать, тебе увеличивают дозу, короче, толерантность организма там вот растет, и как бы, блин, ну печально это, конечно, все, но не суть важно. То есть, ну, это я вам просто говорю к тому, что вот я находился в очень таком тяжелом, прям подавленном состоянии каждый день. Вот. Хотя, в принципе, ничего не происходило, но это вот остаточный эффект от того раза, когда мне врачиха сказал, что я скоро умру. Вот. Это было, кстати, 10 лет назад. Вот. Если не больше. Причем она сказала, там, что мне жить осталось там, полгода. В общем. Ну, кто следит за биографией, знает. Итак, в общем, и случилось следующее. Спустя месяц я, в общем, что начал? Я начал опять бухать. И бухать я начал очень сильно. Прям очень жестко, ребят. Я попал, то есть получается, когда вот эти колеса пьешь, чтобы они тебе ну, там, убрали как-то тревогу, да, и мешаешь с алкоголем, это помогать-то помогает, но башню сносит, то есть вообще. Я попал в аварию, меня лишили прав, вот, я попал в аварию на машине. Вот, там, к счастью, там, ну, никто не пострадал, там не жестко, там как бы, ну, чуть-чуть, вот. Но тем не менее, вот. И я стал бухать до такой степени, что я, ну, просыпался, ну и все, и жрал практически все. То есть я пил запоями, и я постоянно шатался, лишь бы не приходить домой. То есть меня уже там, меня даже мать родная перестала узнавать. То есть настолько я оскотинил, наверное, да. То есть я ходил постоянно бухой на улице. Но мне лишь бы как бы вот убить это просто в голове, какие-то мысли, которые... Вот, мне было как бы пофигу. Я просыпался с утра, похмелялся, вкидывал колеса эти, короче. Ну и все, у меня начиналось. Потом я уже ел, там пил, опять бухал. Короче, это происходило постоянно. Вот. И никто и прям и ничто вот не мог на меня повлиять, вы знаете, и ничего не помогало, ни то, что там, ни вера, я ходил там молиться, просил, когда был трезвым, ни какие-то психиатры, психологи, никто не помогал, ни друзья, ни родные, ни близкие, ни жена, ни дети, ничто это не могло меня как бы успокоить, и это тоже не оправдание, знаете, вот, ну, если бы я был такой алкаш, который прям, знаете, там, которому надо только жрать и жрать, я таким никогда не был. Я любил там в удовольствие выпить, в компании, чтобы пить для того, чтобы повеселиться, не для того, чтобы нажраться. А как-то разбавить там атмосферу, там, не знаю, там, ну вот, думаю, понимаете, да? То есть у меня не было такого, что я с утра просыпаюсь, соображаю на бутылку. Нет, а здесь я начал прям вот очень сильно колдырить. Я не буду вам рассказывать, что я помимо этого творил, потому что, ну, прошло не так уж и много времени, там, мало ли чего. Но вещи я делал всякие разные, короче, нехорошие. Вот. И, то есть, ну, и в таком состоянии, как бы, я как животное находился. То есть, меня уже дома реально, как бы, а куда они меня денут? Ну, меня по-хорошему надо было куда-нибудь в реабилитацию положить. А вот, то есть, там, не знаю, силой, не силой как-то отправить туда, лечиться, чтобы они там что-то со мной сделали. Но, знаете, по итогу, когда я вам расскажу, как я избавился от этих панических атак, не факт, что вот все кончилось именно так. Возможно, если бы они меня отправили в эту ребуху, я бы там, не знаю, ну просто у меня уже мысли такие появлялись там, а может все это закончить, как бы, ну уже надоело это все. То есть были у меня такие моменты, что я уснул вот в таком состоянии, то есть бухой и обдолбанной этой фигни всей, барбитуры, короче, я уснул на рельсах. Хорошо ехал поезд такой, знаете, вот этот ремонтный или маневровый, как он там, короче, ну маленький такой, один вагон, ездит там, пути проверяет. Они меня, короче, вот увидали, что человек лежит, они меня поднимали, я им еще там руки убрали, куда, что. Вот. Кстати, ребят, если хотите такие вот ролики или истории слушать без цензуры, обязательно надо подписаться на телеграм-канал закрытый. Как в него попасть, смотрите по ссылке в описании. Там есть видео, его надо посмотреть, и там все объясняется.
Вот, потому что YouTube стал очень как-то нетолерантен к матершинникам, ну ладно. Короче, в общем, в таком состоянии я вот провел 4 месяца практически, да. То есть, ну все, я ничего не соображал, и в принципе я вот, ну, грубо говоря, пустил все на самотек. То есть, ну как бы все, похрену. Вот будут так, потому что ну, все равно уже как бы ничего там, никакого просвета нет. Никакие лекарства мне не помогают, никакие врачи мне не помогают там и так далее. Вот. Ну, буду, значит, погибать молодым, как говорится. Вот, ну, синька с колесами мне помогает. Хотя, ну, все уже со мной никто не мог, никакие друзья общаться. Только самые конченые люди на районе со мной общались, которые, знаете, ну, мои ровесники, я не знаю, есть у вас такие друзья или нет, но они... Вот, ну, у них не пошла как-то жизнь, там, ни работа, ни семьи, они колдырят, ходят там, стреляют мелочь, хотя, в принципе, вы с ними ровесники. Вот, и я вот с такими стал общаться, которые там, ну, все там, по подъездам, по чердакам каким-то, я, в общем, с ними лазил постоянно, потому что, ну, куда мои нормальные там друзья-кореша, им там со мной стыдно, не знаю, даже, наверное, в подъезде постоять, потому что я, ну, выглядел как, не знаю кто, как леший какой-то, я постоянно опухший, там, отекший, то есть заросший, там, ну, все, то есть я постоянно видно, что я не в адеквате. Я постоянно обурбуленный, пьяный, короче, вот этими колесами накиданный. Вот, то есть и дома там боялись, что, потому что у меня глаза бешеные, я там, ну, хрен знает, что со мной там может быть. Ну и, короче, закончилось это тем, что мы имеем, вот, что показывали обо мне в Петровке 38. Вот. Есть у меня ВКонтакте видос, он раньше был в Ютубе, я что-то его удалил, но неважно. Вот. Если хотите, подписывайтесь на соцсети, ВКонтакте вы его найдете, все ссылки в описании. Вот, и случилось, что там видно прям, какой я был вообще в это время, прям вот, ну, реально животное. Смотрю на себя, прям не узнаю. Вот, и вот случилось то, что случилось, то есть как бы я в этом состоянии просто там вот с таксистом так поступил. Вот, и как бы, ну все, меня закрыли. Опять же, когда меня закрыли, мне первый год было очень-очень тяжело. Ну, в плане того, что вот состояние эмоционально, все. Меня опять отправили на Бутырку, в Дурку. Вот, это уже в тюрьме. Но это уже совсем другая история. На этом давайте, наверное, закончим. В принципе, там было много чего интересного, как бы рассказать, помимо того, что как бы я вам сегодня поведал. Но я опасаюсь, я не буду этого говорить. Вот, я просто хочу до вас донести, знаете, подводя итог вот этого рассказа, этого ролика, это все у меня случилось от моего такого вот асоциального, как говорят при составлении протоколов сотрудники полиции, асоциального образа жизни. То есть занятие криминалом, отсидки в тюрьме, употребление алкоголя, употребление там каких-то запрещенных прям веществ. Вот. Все это привело меня к тому, что вот у меня свистанула фляга после очередного такого вот употребления вкусняшки какой-то. Дай бог вам здоровья, ребят, которые меня познакомили с этой штукой. Вот. То есть потом у меня вот свистанула фляга, и вот в таком состоянии я жил, по-моему, почти 3 года где-то, да, я мучился так вот, ну, реально это было мне. Я считал, что это мне наказание за то, что я сделал раньше, вот так вот. И я постепенно вам расскажу, мне люди многие пишут, расскажи, как ты от них избавился, но поверьте мне, не факт, что мой рецепт вам подойдет, но я расскажу, мы дойдем и до этого. Вот, вот как-то так. Надеюсь, заслужил в конце ролика лайк. Они, кстати, бесплатные. Я договорился с Ютубом, все ровно. Подписочку. Если дизлайк, то обязательно надо аргументировать, написать в комментариях почему. Также задавайте свои интересные вопросы. Не забывайте, что проходят прямые эфиры по Москве в 19:00 каждую четверг и субботу. Подписывайтесь на мой второй канал. Также есть еще третий канал, сейчас появился. Там проходят стримы, где мы смотрим разные интересные криминальные передачи, либо криминальные сериалы там, под мои комментарии. В общем, все ссылки в описании, ребят. Все, вам все там, все для вас. Вот, и в закрепленном комментарии. А с вами был Миша Выплюшка. Ребят, слушайте эти рассказы и цените свою жизнь, цените свое здоровье, берегите себя, своих близких, не занимайтесь никакой фигней. Давайте увидимся.